Сегодня я начинаю кольцевой маршрут через Саянские горы, а также через заимку Агафьи Карповны Лыковой, самой известной отшельницы. Считанные метры остались до водораздела, до вершины 200 метров. Я бросил вещи прямо на Мишином дерьме, реально, потом покажу. Вот такой водопад состоит из нескольких секций. Итак, утро третьего ходового дня. Я надеюсь, что я не пожалею, что я так без подготовки сразу снимаю свое лицо. Очень быстро, сегодня встал в 7 часов, гоношусь. Уже поставил солнечную панель на зарядку. Уже готовится, вода, будет вариться гречка, гречка с чем-то еще. Палатку еще не убирал. Костер так себе, какой получилось сразу из последних веток, которые остались еще с вечера, разжег. Значит, сейчас покажу панель, потому что все аккумы уже у меня разряжены и нужно полностью все нафиг заряжать. Пауэрбанк запасной тратить нельзя, все заряжается сейчас от панели. В основном в походах я заряжаю электронику от пауэрбанков. В многодневном маршруте каждый амперчас на вес золота. И я рекомендую пауэрбанк Access Style Battleship на 20 тысяч мАч. Сейчас обосную, почему он лучший. Battleship поддерживает быструю зарядку Power Delivery, то есть может заряжаться и заряжать в 18-ваттном режиме. Короче, он полностью зарядится за 4 часа. Только представь, как это быстро в сравнении с обычным пауэрбанком. От него можно заряжать 3 устройства одновременно, в том числе и ноутбук. Например, 12-дюймовый Mac можно зарядить 1,5 раза, а современный смартфон 5 раз. В корпусе Battleship есть 2 обычных USB порта, один USB Type-C на вход и на выход и micro-USB на вход. Корпус из легкого и прочного авиационного алюминия обеспечивает защиту от повреждений, а еще этот мощнейший пауэрбанк очень приятный на ощупь. Стоит Access Style Battleship всего 1700 рублей, а аналогичный пауэрбанк популярного бренда почти в 2 раза дороже, при том, что производятся они на одной фабрике. Пауэрбанк Access Style Battleship незаменим в походах, поездках и командировках. А также в линейке бренда Access Style есть классные бюджетные беспроводные наушники для аудиофилов. Это Cornflower. На каждое ухо приходится не один, а сразу 2 динамика. Как следствие, исключительное качество звука на уровне моделей, которые стоят в 2-3 раза дороже. Благодаря Bluetooth 5.0 получаем стабильное звучание без рассинхрона, запинок и прерываний. Наушники Cornflower защищены от влаги и отлично подойдут для занятий спортом. Что очень понравилось, это удобный и качественный Powerbank Box. Он обеспечивает работу наушников до 15 часов. Цена Access Style Cornflower всего 2900 рублей. Недетские аксессуары Access Style — это бюджетные пауэрбанки, наушники и портативные колонки высокого качества. И все это по доступным ценам по ссылке в описании. Панель 18-ваттная, и в течение дня она зарядит, наверное, все, что мне нужно, практически. Хорошее утро начинается с гречки, а не с чего-либо еще. Очень красивое утро. Солнца, когда я проснулся, на палатке еще не было, оно было за горой. И вот это место мне очень понравилось. Какое-то оно странное, что-то в нем есть. Такие камни. И кедрач, молодой кедрач. Блин, супер энергетическое место должно быть. Все быстро собираю, рюкзак, как-то это оперативно. Стараюсь, чтобы каждая минута была занята именно сборами к выходу. Сегодня тяжелый день, нужно будет пройти, я надеюсь, по хорошим звериным тропам до самого устья Абакана, чтобы начать подъем к Агафье Лыковой уже завтра утром. Пресную гречку с солью есть уже вообще невозможно. Чтобы чашку не марать, капаю только на саму крупу. Итак, почти 10 часов я выхожу. Неспешно собрал лагерь. Сделал вообще абсолютно все дела, какие хотел. Даже сколько-то зарядил самый нужный для меня пауэрбанк. Перекусил гречкой с майонезом и с печеньем и с чаем. Я просто пытаюсь вспомнить, может еще что-то было, вроде больше ничего не было. И выхожу. Так выглядел мой стан. Костер сначала я разжег в одном месте, потом его перенес, потому что на палатку несло. Палатку удалось поставить только в одном месте, иначе везде корни, везде абзац полный. Все дрова брались вот здесь в округе, это был валежник, вот они до сих пор валяются, я все не сжег, потому что их очень много, да и некогда было жечь.
Вечером, как только расслабился, накрыло, все, посидел вот так вот, позомбировал, порассуждал, посмотрел карту. Все, конечно же, зависит от троп, скорость передвижения и все такое. И сегодня, в идеале, мне бы хотелось ночевать уже на косе. То есть на косе на берегу Большого Абакана. И все, сейчас я выхожу. Выхожу вниз, только вниз. Скорость должна быть более или менее приличной. Здесь уже собираются в одну, наверное, козьи тропы. И идти должно быть значительно полегче. Вот эту банку, которую я нашел при подходе сюда, я ее еще и обжег дополнительно, чтобы она сгорела уж наверняка хорошенько. Ну, чтобы она сгорела, обгорела, заржавела и сдулась в конце концов. Продолжаю любоваться горами, пейзажами. Таких я никогда не видел. Вот они, наши Саяны. Место классное, но много корней, и ставить палатку, ну, совсем неудобно. Вот, все в корнях, не знаю, я внимательно показывал или нет. Корни, где не видно корней, там тоже корни, они просто под мхом. Все, выхожу, иду в ботинках. 1,5 дня по расчетам до Агафьи Лыковой. О, блядь. Хоть и следов Мишани практически не видно, но я все равно покрикиваю постоянно, звеню кружкой, срываю, подбираю какую-нибудь палку. Ой, блядь. Есть курюмники поросшие. Мишаня! Идем! Теперь я в Саянах, Миша. Чернику вот так срываю по пути. Закидываю. Отлично. Надо подсечь какую-нибудь тропу наконец. Прошел метров 100, но уже надоело. Фух. Хочется тропы. Мишаня! Сразу после выхода традиционно не размял. Ну, то есть традиционно надо разминать. Я не размял голеностоп и уже поплатился немного. О, кружку снимал, нифига. Вот так вставать на носке 20 раз, например. На одной ноге на носке встаешь рюкзаком 20 раз, потом на другой. Голеностоп немного закисляется, забивается. И это хорошо. А здесь очень плохо видно, потому что в этом ботинке хрен нормально встанешь. Ну вот, поразминал аккуратно, пошел дальше. Это надо делать всегда перед выходом, всегда. Это прям чувствуется, что стало значительно легче и лучше. Я так все время делаю. Когда не делаю, то неосторожное какое-нибудь движение болезненные ощущения в голеностопе может вызвать. А это основная проблема будет в будущем. Чернику пока не трогаю уже. По тропе стараюсь идти быстро. Опа. Мишань, блин, до сих пор не видно. Такие открытые пространства, а его все нет. Мишаня, где ты? Подтянись давай. Я хочу видеть твою красоту, Мишаня. Все хотят. Все хотят видеть Мишаню. Красивого. Как в сказках. Доброго. Бурого Мишаню. Подсек тропу, бля, настроение просто сразу до небес возросло. Как хорошо. Еще и после еды. Здорово все просто. Ближе к устью станет крутым. И спускаться там будет очень сложно. Есть теория, что зверовые тропы обходят этот участок. И они идут в разные стороны, вверх и вниз на Каирсу. И вот я только на это и надеюсь. Вот сейчас самый хреновый вариант, что тропа уходит на другой берег. Это совсем не мой вариант, поэтому я пойду по лесу. Прыгать по камням здесь никакого желания нет. Пойду по правой стороне. Думаю, скоро уже подсеку какую-нибудь новую тропу. С одного из перевалов стекает вот такой чудесный ручей. Очень красивый каскад. И где-то кедровки подняли вой, писк. Здесь они почему-то очень голосистые в это время. Я вышел вот на такие луга. Козья тропа в них растворилась. Вид реки с уступа и долины ее. На горах отблески воды на камнях. Подошел к стрелке. Слиянию двух притоков. Достаточно бурная вода здесь. Ищу место, где ее перейти. Ни хрена не нахожу сразу с первой попытки. Я же без ну я как бы с сапогами, но о, жимолость. Но одевать их, переодевать это мне нафиг надо. Вот да, здесь идеальное место прямо на слиянии. Идеальное. С трудом, но перебрался. Перескочил вообще кое-как. Я не снимаю такие моменты, они очень отвлекают, потому что съемка все это. Все нормально, я пока иду. Я ничего сейчас не снимаю. Просто монотонная тропа, временами болотина, ничего особенного. Просто такой унылый, утомительный просто ход по тропе, где ногу нормально поставить невозможно. Постоянно что-то мешает, во что-то упираешься, падаешь. Я 2 раза завалился на бок, покрав чуть не потерял. Вот в высокотравье, вот в таком, как здесь, в этих лугах. Она, блять, вот, запнулся. Она особенно теряется, тропа.
Здесь сюда сейчас присоединились несколько троп, по-моему, 2. Возможно, это были какие-то обходные. И она стала лучше, идти комфортней. Она лучше видна. Вот в чем она стала лучше. У тропы есть 2 классификации. Как она видна и заболочена ли она. А бурелом здесь и камни вот эти. Вот. Здесь внизу почему-то росы еще очень много. Я уже намочил его на энцефалитку. Вот. Она двухслойной стала. Но пока в ботинки вода еще не добегает. Ботинки пока сухие. Конечно, когда иду по болотинам, я выбираю место, где идти. Последние метров 200 тропа стала очень хреново проходимой. Постоянные болотины, камни, полузавалы. Идти по ним практически невозможно. Скорость упала. Справа река эта шумит, ревет. Я боюсь, что скоро тропа в реку идет и станет еще хуже. Придется как-то ее искать, бродить. Искать эту другую тропу. В общем, уже все, стал вот этот самый тяжело проходимый лес, от которого я ушел 2 дня назад или 3 дня назад, когда там у меня был старт. Все снова начинает повторяться, и это мой страшный сон. Но это неизбежно, это я знаю. Вот река. Она набрала силу, но для брода она вполне годится. Хотя ни хрена она силу не набрала, практически такой же объем воды, ни о чем. Перебродить, думаю, можно удачное место подыскать. Вон как вывернула кедр лежит. Вот. По этой тропе больше идти невыносимо. И она к тому же привела к броду. Ну не к броду, а пошла на ту сторону. Что я сейчас и делаю? Я разуваюсь и перехожу ее. Надену сапоги, на босу ногу и иду. Снимаю вниз, потому что, блядь, смотрю сам, куда иду. С собой ботинки в руке. Так, нормально прошел. Вот здесь это мелкая протока. Я нашел специально мелкую протоку. А вон там уже дурнина. Так, вот здесь перелажу, иду вон там через дурнину. Так, сейчас. Здесь вот бы не загреметь, потому что курумники, камни эти живые. Так, что здесь у нас? Вот здесь у нас обзейшн полный, блядь. Полнейший обзейшн. Ничего хорошего вообще. Вот ниже буквально чуток, метров 15 уже будет лучше. Не такая дурнина. Сейчас нах, иду вот сюда, где поменьше вода. Буду здесь пробовать. Хотел палку взять. Так у меня ж, блядь, в одной руке ботинки. Я не стал их убирать, геморроиться. А в другой камера. И как тут? О, все, залились сапоги полностью. Ни хера, блядь, тут валуны. Ой, да тут огромные валуны. И глубина. Ёпрст. Вот это прикол. Вот это веселуха. Вот это, блядь, поход. Отлично, отлично. Но там дальше вон еще хуже. Туда смотреть даже страшно. Ладно, получилось. Выхожу на берег. Только воду выливаю. Сапоги уже привязаны. Вылита вода из них тщательно. Высушены ноги полотенцем просто вытерты. И тут тропа пошла понад горой. Скорее всего, тропа отвернет от реки и пойдет наискосок к устью этой реки. К устью Каира. Куда-то туда. О! Для любителей погадить в комментариях. Мишанина дерьмо. Очень свежее, качественное. Хоть на хлеб намазывай. Такое все Мишанина дерьмище. Ёпрст, это Мишаня! Мишо! Тут же на склоне, где показывал Мишанина дерьмище, начал пастись сам. Здесь очень много черники. Она неплохая. Она не самая крупная, но и не мелкая. Уже спелая. Я сегодня норму по жимолости уже выполнил. Выполняю норму по чернике. Жимолости съел очень много. Нашел куст, где она не очень горькая, какой-то, видимо, сорт особый лесной. Теперь чернику ем. Тропа нормальная, но очень медленная, очень. И она вся извилистая. Она вся вот, блядь. Ну вот здесь просто не пройти прямо, потому что с рюкзаком не пролезешь. Надо вот так взбираться немного, обходить. И вот она вся такая, в палках, во всем остальном. Ну, конечно, это гораздо лучше, чем просто идти по тайге. Вон, руки в чернике. Что-то утомительно как-то сегодня идти, не знаю почему. Может, усталость накапливается, да вроде нет. В общем, просто тяжело, наверное, жарко, скорее всего, от этого. Просто под градом. Градом пот и очень жарко. Вот сейчас бы в одних трусах идти, без рюкзака и в удобных кроссовках. Охренеть, это же осины. А я смотрю под ноги, вот здесь поднимаюсь, листья. А это осины. Тут как на столбах у нас в заповеднике, как охеренно.
Камни, листья, осины, я как будто дома. Как будто я в нормальной дружественной среде, а не в этой жопе, блядь. Тропа в гору пошла, на какой-то уступ. По ней иду, говно медвежье встречаю периодически, покрикиваю, разговариваю. В общем, все как обычно, сплошное богатство. Вон там выход курумников, камни. Нормально, в общем, все. Жара, блядь, под градом. Я воды-то вообще не взял. Это такая ошибка большая, сука, пойти без воды сюда. Но я думал, она вниз вдоль ручья пойдет, а она отвильнула и пошла вот будто траверсом по высотам. Там высоты внизу. Фух. Вот так вышла тропа на уступ. И прямо по уступу. Вот так я иду. Фух. Какая жара. Здесь береза, осины, нифига. Это реально оазис. Это оазис среди тайги. Оазис нормального здорового леса. Хоть бы эти осины дальше процветали, росли. Все было нормально у них. Вся гора осиновая вот эта. Это ее часть. Осины, березы. Класс. Фух. Бежит пот аж, ёпарасоте. Прямо бежит он, сука. Прямо бежит. Ой, здесь красиво. А там слева горы, вот они, сквозь лес просматриваются. Высоты немеренной. Вон елки там. Просветы. Как высоко я. Присел дух перевести. Немного остыть надо. Потому что здесь как бы она горизонтальная или не горизонтальная не шла, все равно жара. Короче, реально остываю. Вот прям только для этого сел. Рюкзак вот так облокотил. Бутылка, бля, была бы она полная. Ёпа мать. Как было бы хорошо. Сейчас бы я прям представляю, как глотаю воду полным ртом. Какой это кайф. Лучшего места для хода придумать сложно. Вот пока так. Шикарно. Прям как дома себя чувствую из-за этих, ну вот вообще из этих пейзажей и какого-то ощущения дома. Красота. Тропу вроде потерял, кажется. Или она куда-то вниз пошла. Тропа была внезапно потеряна, и это я стрессанул капитально в этот момент. А потом она точно так же была внезапно найдена. И все, уже иду по ней. И кажется, что жизнь наладилась снова. Колени охерели уже от спуска от такого с рюкзаком. Это самое губительное вообще для мышц, для ног, и для суставов, и для колен, и для всего. Такой вот спуск крутой, крутейший просто. Вот горизонталь, абзац. Ой, как я сейчас ударился ногой, блять, падая и резко выдергивая, ставя ногу, ударился и прямо об камень, голенью вот здесь. Ой, блядь, аж пот пробил. Несмотря на то, что здесь хороший спуск и почти не напрягаешься, пот пробил аж, ёпа мать. Следа почти никакого не осталось, но ушиб был просто... О, нет, поцарапал-то, удар, вот здесь синяк будет, наверное, хороший. Просто тупо в камень, Хорошо, что он не острый был, а тупой. Ой, блядь, какой-то вот из этих, где-то вот здесь, короче, вот мох содрал. О, ёптать. Ну, уже отпустило, уже прошло пару минут, нормально сейчас стало, кажется. Рюкзак еще, блядь, он вообще не дает никакие маневры совершать нормальные вовремя. В тот момент тропа была потеряна. Я сейчас спускаюсь просто напрямик к КРСУ. Просто напрямик там на берегу сделаю обед. Времени еще, в принципе, без 15:02, наверное, я успею до Абакана дойти. Но надо посидеть, отдохнуть. Что-то сегодня день сначала, кажется, задался. Все прямо шло, прям исключительно по плану. А потом как-то хуже стало. Вот такие бывают интересные места. Подошел к нему в упор, просто, блядь, посередине пути такой бугор. И с помощью ног и рук залезаю. Еще бересты взял вот. Думаю, сейчас до реки дойду, костер буду жечь. Но она, твою мать, сильно так мешает. Сейчас идти. Береста такая хорошая. Блядь, что-то сломал. Дальше лезу. Скоро уже звериные тропы должны быть. О, тропа, отлично. Охереть, блядь, в прямом эфире к ней подошел. Как я тут навыебывался, блядь. Как я тут навыпендривался. Здесь уже пошла брусника. Наткнулся на такой букет из брусники и черники. Сейчас ее попробую. Здесь она хотя бы красная. Там, где я ее выше встречал, она была еще совсем зеленая. Ну, сейчас узнаю, какая она на вкус.
Вкус брусники есть, но зеленая горчит. Примерно в 150 метрах от реки вышел на тропы. Они то терялись, то сплетались снова, то опять расходились, пропадали. А сейчас вышел на хорошую уже зверовую тропу. Она действительно очень хорошо набита. Ни одного человеческого следа не видно. Просто она очень качественно набита зверями. Прямо охеренно, вот. Вот, это не только здесь так, очень много где. До устья этой реки, по которой я сейчас иду, куда мне до конца надо дойти, 7,5 километров. Надо осилить, время еще есть. Время 15 минут 3-го. Ух, ёптать. Уже опять надо спешить, иначе не успею. На косы абаканские. Чтобы ночевать на косах с дровами, с водой, с рыбой. Не успею. Но это нужно сделать, во что бы то ни стало. Я даже на привал, наверное, останавливаться не буду. Посмотрю, как сейчас по времени пойдет. Там слева я уже видел лучи и отблески воды. Но тропа снова от нее немного отвела. Думаю, как подойду, наверное, все-таки бахну либо компота. У меня с собой всякие сухие растворимые компоты, соки и все такое. Да я уже об этом говорил. Воды не очень хочется. Хочется каких-то вкусов, сахара, чего-то еще. Тропа хоть и хорошая, но тоже не разбежишься особо. До устья КРСУ 6,5 километров. Кажется, так быстро иду, но недавно было 7,4. Точнее, давно было 7,4. Очень медленное расстояние проходится. Впервые в дикой природе вижу голубую ель. Может быть, это и не голубая ель, но вот снизу она такой именно и кажется. Она упала и, падла, перегородила тропу. А вот какие красивые текстурные, фактурные шишки у нее. КРСУ до сих пор слева. Пытаюсь дождаться, когда тропа прям к реке выведет. Я ее уже видел, она очень красивая. Для всех тех, кто сейчас внезапно решил похавать, попить чайку или что-нибудь еще, показываю свежайшее, ну просто первосортное, первой свежести, что-то дерьмище. Это не мешанина, нет. Это, нет, это какого-то копытного зверя. Скорее всего, какого-нибудь, не знаю, даже предполагать не буду, но это копытный зверь, в общем. В это невозможно поверить. Изба. Не знаю, в каком она состоянии, что с ней, как, но вон ее крыша видна. Вот. Изба. Сразу сейчас дохожу до нее, ставлю точку, и это супер драгоценная, бесценная информация. Охренеть просто. О, кедровка подтверждает. Кедровка, я, говорит, прав. Иду к ней, где-то она там. Охренеть. Только что прошел такой завал еще отвратительный на тропе. Думал, ну все, нет пути, нет жизни больше. Когда в завал в этот встрял. А тут изба. Охереть просто. Так, первая найденная мной в Саянах изба. Могу заблуждаться, ошибаться. Может, я еще где-то когда-то находил что-то в Саянах. Может быть, нет, но вроде бы нет. Изба, моховая крыша, обалдеть просто. Такая же моховая, из которой я сейчас... О, ее, наверное, Мишаня покурочил. Сука, Мишаня, падла. Нету внизу бревна. Выдавлено оно именно Мишаней, скорее всего. Сученыш ты, гадина. Так, здесь что у нас? Там что-то выгонило и выгрызана часть. Окно выставлено. Мишаня, падла, ты здесь? А? Ой, она вся по швам просто, вся по швам. Твою ж мать. Ой, такая изба. Ёпрст. Было видно, что у нее был хороший навес. Крыша неплохая, но она вон там подгнила, вот эта перекладина. Дверь, скорее всего, не открыть, а она и чурками завалена. Но 100 пудов Мишаня выдернул просто бревно, чтобы туда залезть. Как же быть? Так охота открыть я аж не могу. Не, я откину... О, блядь, не откину. Нет, откину. Я откину чурки, чтобы открыть дверь. А, рюкзак еще в поясницу. Да что ты, блядь, они тут уже гнилые, полузагнили. Так, ну-ка посмотрим. О, блядь, как это все непросто делать. Все это с какими-то усилиями. Нет, не открывается. Так, надо еще поколдовать. Итак, приступаю к тому самому делу, к моему призванию. Обзору изб. Обзор изб. Удалось открыть дверь, это раз. Во-вторых, я починил избу, все нормально. Изба теперь будет стоять, вот. Я обратно вернул этот венец. Причем он вообще просто закатился, даже не пинать, ничего не забивать не надо было. Выломанный Мишаней венец, короче, все нормально сделано. Дверь уже немного, вот эта коробка или не коробка, вот эта вот штука, она вросла, поэтому дверь не открывалась. В общем, я ее раздолбил, попинал немного, землю отгреб, все стало нормально. Открылась. Значит, дальше идем. Ручки. Стоит обратить внимание на ручки дверные, какие они классные. Они выполнены просто из дерева. Обычное дерево, береза спиленная.
расколотая. Вот такие ручки, они с обоих сторон такие, вот с обеих сторон. Дальше, значит, идем. Изба без шкантов, без всего, поэтому Мишаня так легко ее выломал. Опять же, коробка, вот эта черновая, не обсадная. Ну, то есть винцы ничем не закреплены. Его, наверное, вот здесь можно попинать, вот здесь он вывалится. Но вот эта херня полная вообще. Заглядываем, убираем паутину, заглядываем. Фу, паутина-то какая жесткая, выдержанная, многолетняя. 5 звезд или 10. Заглядываем в избу, что мы здесь видим. Охренеть, просто здесь топор с новым топорищем. Я присел на карты, показываю. Вон там вода. Вот она, вода подвешена в бутылке. Топор. Новое топорище. Будто только принесли. Ребя, охренеть просто. Да не в каждой избе топор встретишь. Он еще в глине в какой-то. Так, проблема в том, что клеймо. Попытаюсь попозже показать. Во-первых, что сразу бросается в глаза? Очень хорошо. Здесь сухо. Изба сухая и не бежит. Это уже значит, что она, может быть, чуть подольше простоит. Конечно же, везде щели. Изба, судя по всему, вообще не посещаемая. Но вон там есть какие-то продукты, я сейчас посмотрю. Так, печь. Что касается печи. Печь на месте. Открывается ли? Самое главное. Она не открывается, потому что она заржавела. Заржавела наглухо. Слева дрова. Нары вот такие видно. Галош с насранным мышами, там мыши насрали. Да, дверь не открывается вообще. Но думаю, если постучать молотком, ногой, этим немецким гребаным ботинком попинать, не, она все равно не открывается. Так, здесь что? Присаживаюсь. Ящик, столик. Нары на 2 человек. Да, она совсем дырявая. Даже если удастся печку затопить, здесь, наверное, колотун зимой будет. Я-то избу рассматриваю исключительно для зимы, в том числе, кстати. Какой-то картон. Главное, она сухая. Это самое главное. Значит, ее можно восстановить. Можно подзаконопатить, что-то еще сделать. Вот здесь продукты. Вот здесь спальная. Вот, подвешена. Угу. Ну, что за продукты, я не буду смотреть, наверное, потому что... Так, соль. Соль и сахар. Неужели это сахар? Это сахар. У меня даже с собой сегодня сахара нет в этом походе. А здесь есть. Ни хрена себе. Кружки и посуда вон там на полках стоят. Вот, их видно замечательно. Батарейки какие-то, полки, что-то еще из еды. Здесь лапша быстрая, суп пакетированный какой-то. И может быть что-то еще. Ну ладно, в подробности не буду вдаваться. Оттуда, кажется, даже уже плесенью пахнет. Поэтому я туда не полезу, вешаю обратно. Какие-то таблетки вот валяются вот так. У кого-то был какой-то спазм, в общем, их принимали. Ладно, все понятно. Но окна нет, ладно, его можно чем-то завешать, наверное, забить зимой как-то что-то. Здесь вода, почему, непонятно. Сейчас попробую клеймо показать. Новое топорище, этим топором практически не работали. Ну вот здесь он еще немного побит, вот в этом месте. Так, сейчас. Дальше будет самое интересное, я покажу вообще такой прикол. Просто абзац будет. Сейчас я маленько его оботру, оботрется, нет. Ну, ребя, любители клеем, я уж как бы не могу ничего обещать. Тут надо с этим клеймом поковыряться, а у меня времени совершенно нет. Поэтому я вот так приближаю, насколько могу. Не может быть, кто-то что-то увидит и поймет. Да, конечно, нет, потому что не видно ни хрена. Ладно, все, топор просто... Вот туда кинул вот так. Медведь, сученыш, пришел, избу разворотил, гад. Так, ее вот так подзакрываю пинком. Обратно эти чурки подкатываю. Вот так, хотя бы одну. Все, больше не буду. Пусть они сохнут, а то они гноят дверь, нафиг надо. Так, вот здесь стоит мой рюкзак. И самое интересное, это дерево стоящее, ну прям рядом у избы. Это просто абзац. Я в тайге в нашей никогда такого не видел. Все в шерсти медведя, вот. Он чесался об это дерево. Эта животина чесалась, вот. Эта падла чесала здесь свою шкуру, прежде чем разломать избу. Он стоял здесь, вставал, чесался. Сейчас. Сейчас я ее понюхаю, пахнет она медвединой или нет. Медвединой не пахнет, но есть вот такие еще отметины. Это, возможно, отметины от когтей. Вот. Он драл дерево на высоте примерно 2 метров. То есть он поднимался, вставал на задние лапы, чесался, драл его, в общем, радовался здесь. А потом сученыш шел ломать избу. Если бы она была целая, законопачена, и дверца бы открывалась, это была бы образцовая изба в очень нужном месте, Ладно, что-то я разошелся, потому что отдохнул. Снял рюкзак, оторвался, увидел родименькие избы мои. Блин, как хорошо, это же кров, это кров в тайге, он бесценен. Никакая палатка, все это говнище, это все туристическое. Вот там в палатке поночевать, фуфло, все это. Избы, только избы. Только избы. Эх, никто их не восстанавливает, к сожалению, такие, она видно, что заброшенная. И навес был, все как я люблю было у нее. Ладно, ускоряюсь. Сейчас я иду снять селевой поток, который прошел здесь когда-то.
Тут тропы везде, нифига себе, идут вдоль берега. Я от главной тропы отошел, и все равно тропы. Так, иду, покажу сейчас селевой поток. Охеренно просто выглядит. Огромная монолитная глыба камня, можно сказать. Эх, блин, из-за речки не видно. Итак, красавица КРСУ. У нее есть 3 каньона. Ну, во всяком случае, они выглядят как каньоны. А также внизу у нее водопад. Там не водопад, а такая мощная стремнина, короче, выше которой рыба не поднимается. То есть здесь можно не рыбачить, вообще даже не париться об этом. А вот сам бывший селевой поток. Вот, просто сошла часть горы, вот, и все, и остались одни камни. И такие места я проходил 2 дня назад. Потом это все постепенно начинает зарастать мхами, как травой. Не знаю, как долго на это все нужно времени, как много времени. Но вот это будущая такая каменистая часть суши, где идти будет практически невозможно. Сейчас по ней гораздо легче было бы идти по этому селевому потоку, если бы... Короче, когда он зарастет, будет очень плохо. Будешь проваливаться, а вода здесь красивая. Большая речка, но без рыбы. Буквально у самого устья там такая засада, что рыба не проходит. Если я буду рядом проходить, я покажу обязательно. Вот там уже начался один из каньонов. Очень плохо это можно показать. Точнее, невозможно. Вот идет вода уже в щеках, в скалистых. Это 2-й каньон ее. Первый был выше. Вот начало одного из каньонов КРСУ. Сливы, проплыть здесь нереально. Это один из них, один из каньонов. Здесь удобно очень вот так ходить, подойти прям к воде. Я, блядь, безумно трачу время на это. Какая красивая вода, будто бы ее и нет, она прозрачна полностью. Камера сейчас заваливает все цвета из-за вспышки этой белой. В общем, вон там дальше пошел каньон. Внизу будет еще красивее, интереснее. Вот такие озерца, озерки. Кстати, вода, наверное, теплая, можно было бы искупаться в нем. Но я дико спешу, надо ускоряться. Надо ускоряться и уходить отсюда. Я все не могу дойти до родника, чтобы там поесть нормально, попить, скипятить себе компот сделать. Все, залажу вот здесь обратно и иду. Первый мой трофей. Первая шишка в этом походе, такая целая и красивая. А что, как я ее увидел, я пошел показать, как сливаются протоки КРСУ и какая в них чудесная вода. Сам слив показать не могу, потому что он сейчас за деревьями. Вон вода, там очень глубоко, но вода прозрачная, просто кристальная. А слив вон там. Сейчас попытаюсь пробить сквозь ветки. Вот. Это 2 протоки сливаются. Ну, хрень, конечно, а не кадры, но назад не пойду уже, чтобы что-то лучше снять. Нет. Просто забираю шишку и иду дальше. Шишка офигенная. Хорошо отщелкивается копейка и очень вкусный орех. Ну, молодой еще, самый классный, самый сок. Обед заключается в том, чтобы съесть несколько вот таких шоколадок. 2. На вес золота, ведь они правильно, их нельзя много жрать. Запить водой и умыться. Первый и последний я уже сделал. Осталось запить водой и дальше идти по тропе. Времени 4 часа. За 2 минуты набрал четверть кружки черники и закидываю ее сейчас горстями. Вот все, что осталось. Только что я забрался на гору вдоль прижимов. Пошли прижимы. Там они на карте есть, и с правой, и с левой стороны прижимы. 100 потов сошло, воды опять не набрал. Ладно, уже скоро будет. 4 километра осталось, в общем. Пошли прижимы, тропы ушли все. Сначала одни на ту сторону ушли, там большущая вода, да ну ее переходить нет, гемор. Потому что все равно дальше будут прижимы и той стороны. А здесь вот наверху отличная тоже зверовая тропа, широкая, хорошая. Ой, запарился я сегодня уже капитально что-то. То лазить, то подниматься, то спускаться, короче, хрен знает. Тяжело, тяжеловато. Наверное, устье КРСУ это уже мой предел сегодняшний. Сижу на дереве, облокотившись по крафтам на это же дерево. Ну вот так, обычным способом. Что-то охереваю. Я так и не поел же нормально, кроме шоколадок. Что-то, блядь, тяжело, вот накатила усталость последний, наверное, километр. Тропа идет сейчас по верхам очень высоко. Прям по верхам, самым натуральным. Но до реки отсюда визуально метров... Я реку не вижу, но мне кажется, что метров 200. Сверху вниз, как бы, набор высоты, как минимум, такой большой. В принципе, тропа нормальная.
Но, блядь, без воды, конечно, так себе удовольствие. В общем, весь поход он и складывается из подсеканий тропы, из вывершиваний, из поиска ее и какого-то вот, ну, расслабления, можно так сказать. Теперь вот идти по этой тропе. Зверовая. Снова осины здесь, березы. Очень красиво. Листья, вот эта листва сухая. Она как-то домой возвращает. Не знаю почему. Может, потому что я осень сильно люблю, такую золотую в моем городе. В Красноярске, там в парках этих, на стадионах. Не знаю. Устал я просто. Слышу впереди воду, и это без сомнения ручей, он есть на карте. И он образует каньон. Примерно 3 километра с небольшим осталось до устья. Устья этой самой реки, которая слева течет до Абакана. Как я ее буду там бродить, не знаю. Может, покрас придется надувать. Что это такое желтое? Вот это. Не пойму, что-то увидел. Это что это такое? Это лист березовый такой желтый, ё-моё. Это что, уже осень? Осень уже, что ли, блядь, как так? Август ведь. 13 августа, 19 год, ёптыть. Рано еще для осени. Саяны. Огромный бадан здесь, огромный. Реально он огромный просто, блядь. Как он здесь такой? Здесь же темно. Поэтому, наверное, огромный. Улавливает свет. Ладно. Хорош уже трепаться, что-то устал я, блядь, вообще. Не могу говорить нормально, уже надоело прям. Причем не знаю, что хочу. То ли вкусной какой-то воды, напитков. Есть вообще не хочу. Вообще не хочу. Совершенно не хочется жрать. А вот пить жидкостей разных вкусных. О, да. Но воду буду сейчас только глушить. Посмотрю, откуда она бежит. С ледника, наверное. Вот такой крутой спуск во враг, в котором течет этот ручей. Он перпендикулярно прям врезается в КРСУ. Ну, судя по карте, опять же. И вот я спускаюсь в него. Вот. Такой уклон вообще нормальный здесь. Прямо оба, оба. И ручей-то как шумит, ёптать. Я, естественно, к новой локации приближаюсь, покрикиваю Мишаню. Мишаня! Мишо! Оп! Миша! Вот так. Это я всегда делаю. Я в последнее время это не снимаю, но я так делаю постоянно. Чтобы Мишаню предупредить, что я иду, ёптать. Ой, блядь, он как там шумит. Его еще и не так просто поди перебродить будет. Водопад натуральный. Вон тот, вот этот вот. Ну, 2 метра точно. Вот тебе и водопад, пожалуйста, и никуда далеко ходить не надо. Проход здесь отвратительный. Как буду обходить, не знаю. Вон там, если он прям на жопе по бревну переползти, вот поэтому, как вариант. Или вон там ниже, по иве, ива сломалась. А может здесь прыгнуть? Нет, здесь слишком далеко, реально. А там камни. Кстати, вон там может быть вариант. Есть вот здесь, вот тут, вот. Сейчас буду пробовать смотреть. И что? И куда теперь? Я на этом камне, который показывал пальцем, я водил, как я буду переходить. Так охота вот туда сигануть. Прям вот сюда. Вроде недалеко. Но, блядь, если упасть, наверное, будет хана. Ёпарасоте. А вот здесь яма, куда падает водопад, просто сумасшедшая. Была бы она как в теплом ключе, можно было бы там барахтаться, как в джакузи. Обалдеть просто. Ладно, буду сейчас прыгать. Буду прыгать, главное, чтобы не подвели штаны. Нормально. Тут всего лишь длина шага выходит. Так, рюкзак. Рюкзак повыше, на спину подкидываю. Вот так. Главное, чтобы покрафт не улетел. Все, хватит медлить. Пошел. Это уму непостижимо. Я поднимаюсь после этого брода по тропе и, можно сказать, лицом утыкаюсь вот в эти грибы. Да это же похоже на лисички. Сейчас я их ближе подойду, покажу. Да нет, вот. Я начал спуск к устью КРСУ. 6:30 времени, еще достаточно много надо пройти. Вот эту шишку я не подбираю, потому что у меня нечем оттирать руки. Кислицы нет. С помощью кислицы в 6 секунд это можно сделать. Когда ее нет, невозможно оттереть смолу. Я только что потерял звериную тропу, и это очень плохо. Найдена новая тропа. Не стоило беспокоиться обо мне. Пухляки здесь кругом. Поют, радуются жизни. Я тоже рад.
Я рад, что я еще жив, все нормально. Не видел ни медведей, никого, значит, я все правильно делаю. Вон там на дереве чага растет, например. Любители чаги сейчас бы ломанулись строить лестницы, чтобы залезть на эту высоту 3 метра и ее оттуда достать. Я, конечно же, этого делать не буду, потому что мне бы уже ноги передвинуть, хотя бы суметь, а уж не добраться до чаги. Снова эти чудесные грибы, лисички или не лисички, я в любом случае не рвать их не буду, не варить, ничего с ними делать не буду, потому что нет сейчас в моей жизни места грибам. Вот реально, блядь. Меньше всего я сейчас думаю о том, как я буду варить грибы, о том, как я там буду что-то их чистить. Вот это вот меньше всего, блядь, об этом думается почему-то. Не знаю, сколько уже километров сегодня пройдено. Я как-то по-дурацки завершил один из дней в навигаторе, первый. И он пишет теперь общий трек, общую длину. То есть сколько было сегодня пройдено, я не могу сказать, как бы. И не намерен. Ой, ёптать, пот льет с рекой, а вроде вниз иду. Напряжение постоянное. Это же тайга. Только что прошел медвежий след. Размером еще больше моей головы. Иду и говорю им, что Мишаня, давай, где бы ты ни был, ты мой друг. Ты всегда им был. Давай, без финтов, без приколов, Миш. Потому что я этого уже не вывезу. Вот тропа какая-то справа хорошая, но мне не надо. Мне надо как можно левее, чтобы скорее выйти на устье, а потом где-то попробовать ломить вверх и там становаться. Надо будет еще перебродить Каирсу. В общем, еще и работа, непочатый край. Дел немерено на сегодня. А времени уже без 15:07. Иду по азимуту, потому что тропа уходит все дальше и дальше от того места, где мне нужно. Я просто в итоге потом напетляю лишнего, накручу, нафиг это все не надо. Я достал компас, поставил ориентир и иду по компасу четко по азимуту, сразу за окончание щек на Каирсу. Не щек, а того самого каньона, из-за которого рыба не поднимается. Выйду чуть ниже каньона и пойду по косам, каменным косам, к устью с Абаканом. Примерно так. Времени в обрез поджимает. Я надеюсь, пойма будет не более сложная для прохождения, чем спуск в нее. Еду, пускаю камнепады, нормально. Главное, чтобы сзади ничего не прилетело после того, как эти камни уехали, их вместо захотят занять другие. Нормально. Вот это уже хуже. Нет. Во, полетели еще те камни сыпятся, ёптать. Все дошло до того, что вот такой угол склона. Как-то его почему-то камера его меняет. Кажется, что он вот такой, как будто нормальный склон. А на самом деле он какой-то очень крутой, короче. Вот горизонталь. В общем, ладно, не показать здесь нормально, как это происходит. Но очень крутой спуск. Вон там вообще такое ощущение, что уступ. Я просто иду, чтобы лишнего не наматывать. В принципе, ноги не едут, спускаться можно. Постоянно хватаюсь за кусты. Можно ехать на заднице, но нельзя, потому что мешает покрафт. Подхожу к реке и ступаю на какие-то бархатные, каменистые, непонятные, будто бы обливные. Воды и наносов здесь вроде бы нет. Все нормально. Какие-то странные здесь. Вообще виды живности, растительности. Офигеть, вообще не представляю, что это, как. Какие-то райские места. Очень легкие для прохода. Этого не может быть. Я до сих пор вообще жив или мне это снится? Я еще на земле? Что же это? Это же просто фантастика. Ой, куда идти, не знаю. Река слева шумит, надо брод искать сначала, чтобы Абакан-то бродить не пришлось. Ой, какая красота. Вышел на Каирсу. Все. Надо искать брод. Честно сказать, сразу так бегло и не увидишь ни черта здесь. Ой, какая река. Я только со спутника ее мог видеть раньше. А теперь я уже реально здесь нахожусь. Да нет, перебродить ее труда не составит. Допустим, вот где-то вот здесь, например, потом вон там. Здесь даже она разделяется на несколько проток, и замигал аккумулятор, это знак. Все, вырубаю камеру, начинаю готовиться к броду. Тут же из завалов оперативно был выломан вот такой шест. Он выше меня примерно. Он почти с меня ростом, немного выше. Это для перехода брода. Он очень нужен, как третья точка опоры. Короче, я только что перешел Каирсу. Все нормально, все без проблем, вода выше колена. Шел с шестом. Я не стал снимать, потому что это очень сложно было организовать. Я шел с шестом, рюкзак, все, сейчас вытираю ноги, пристегиваю сапоги и выхожу дальше. Времени очень мало, нужно еще где-то успеть застановаться, 20 часов. Это уму непостижимо, что произошло. Я ломился, бродил. В общем, в итоге перебродил 4 раза одну и ту же протоку.
Села маленькая камера. Основной я не снимал, убрал ее в рюкзак, потому что там все, когда бродил, ходил, это чтобы не болталось как попало. В общем, сейчас я уже на косе стою. И компот сейчас буду вот этот вот бодяжить. Уже вода стоит на горелочке. Буду компот. Это больше всего то, что я хочу. Это компотец. И буду жратву, в общем, дальше делать какую-то уже. Палатку ставить постепенно. Устал, блядь, как собака. Прям даже язык переворачивается. Серьезно. Гречка. Это в этом в котелочном наборе у меня все. Да, единственное, чего хотелось, конечно, это вот вкусного какого-то наваристого компота. Даже вон какие-то фрукты или сухофрукты есть в нем. Ладно, сейчас гречку варить буду. Наверное, гречку. Гречку и мясо. Или макароны. Не знаю, короче. А может, вообще ничего жрать не буду. Сейчас просто сижу вот так на каремате и все. Кстати, интересный момент. Вот что стало с ногой, когда я долбанулся-то, я говорил, что ударился. Вот, не знаю, видно хорошо или плохо видно. Вот бугор. Вот здесь вот, короче, все гематома. Вот. Как бы показать-то хорошо. Ну, короче, видно, да, что нога вот здесь неравномерная. А вот здесь вот эта гематома с синяком, с кровавым подтеком. Ну, короче, вот, да видно, что я. Вот здесь просто вообще же скач болит адски. Когда палка вот сюда втыкается очередная. Ору вообще на весь лес матом. Компот хороший получился. Просто сижу, хлебаю его ложкой. Заварю, наверное, сейчас еще вторую кружку. А уже потом гречку буду с растительным маслом готовить. Гречка с растительным маслом, между прочим, очень добротный продукт. Если туда еще какой-нибудь бульонный кубик кинуть, ну или не кинуть, а покрошить там сколько-то как-то, то будет еще лучше. Ну, я его что-то не нашел, и мне лень вообще перекапывать рюкзак. Даже чай пить не буду, в общем, все. Хаваю гречку и спать. Здесь прекрасно видно, чем питается Мишаня. А где он у вас созревает, хлеб? Да, у меня-то нету. В Алтае-то на месте. Бедро накусала какая-то тварь. Все ядро, все уже. Некоторые особо опасные места, как вон то, прохожу, вот просто спускаю плавно по крафт.